И опять про мечты. Мужик нашел на пляже старинную плесневелую бутыль. Открывает, а там джин. Джин говорит: загадывай 3 желания. Только не спеши, у меня склероз, буду записывать. Достает записную книжку, начинай. Хочу здоровья, Джин пишет. Медицинская страховка класса элит. Хочу быть богатым, Джин пишет. Открыть счет на 100 миллионов евро в швейцарском банке. Хочу большой, серьезной, романтической любви на всю жизнь. Джин пишет. Авиакатастрофа в конце медового месяца. Всю жизнь у меня была мечта. Она, как женский образ во сне, всплывала неясным силуэтом в тумане, в густой дымке и опять исчезала за горизонтом. А проснешься и не можешь даже вспомнить, как выглядела твоя мечта из волшебного сна. Я уже не надеялся, что эта мечта когда-нибудь сбудется. И вдруг она приобрела четкие формы и засверкала завораживающим блеском прямо передо мной. Моя мечта – это кресло, удобное, просторное, мягкое, манящее своими изящными формами. И это убогое, корявое изделие ты называешь креслом своей мечты? Сгинь, не позорься перед людьми. Да, это не кресло моей мечты. Кресло моей мечты выглядит по-другому. И встретился я с ним совершенно случайно, в кои веки зайдя в мебельный магазин. Оно сразу же привлекло мое внимание, хотя я пока и близко не знал про все его замечательные качества. Такое кресло я видел только в импортных фильмах. Я подошел к нему, положил руку на его мягкий подлокотник и понял, что это кресло будет моим. Это кресло моей мечты. На следующий день притащил поглазеть на него и оценить мой выбор, мою помеху справа. И пожалел об этом, потому что пришлось вызывать скорую. Моя дрожайшая просто захлебнулась от восторга. Шутка. Я понял, надо срочно брать. У меня недавно уже был горький опыт. Я зашел в мебельный, увидел там очень симпатичные стульчики, с хорошей скидкой, и подумал, неплохие стульчики, надо будет как-нибудь заглянуть и прикупить несколько штук. И когда я через некоторое время пришел их покупать, то был сильно разочарован. Стулья исчезли вместе с магазином. Магазин обанкротился и закрылся. Оказывается, наши люди совсем перестали покупать мебель. Мебельные магазины повсеместно закрываются. Ясное дело, встаем с колен, богатеем. А в моем случае дело осложнялось тем, что вся обивка для кресла заказывается в Китае, а Китай из-за вируса понемногу закрывается. Позже я выяснил, что у этого кресла не только обивка из Китая. В те дни я в первый раз в жизни услышал загадочное слово – реклайнер. Реклайнер, реклайнер. И еще глайдер. Кресло-реклайнер – уникальная мебель, способная за секунду превратиться в удобный шезлонг при активации механизма трансформации. Название изделия происходит от слова recline, что переводится как «откинуться назад», «полулежать». Спинка изделия откидывается назад, а подставка для ног удерживает положение полулежа. Конструкция, созданная с учетом анатомических особенностей человека, поддерживает позвоночник и снимает лишнее напряжение. Впервые эта новинка появилась еще в XIX веке в Англии. Современные реклайнеры оснащены усовершенствованными механизмами трансформации, дополнительными опциями, там электропривод, дистанционное управление, массаж, терморегуляция, встроенное радио. Глайдер – это дополнительный механизм, превращающий кресло в разновидность кресла-качалки.
Однако по сравнению с классическими вариантами он отличается повышенным комфортом и функциональностью. Благодаря специальному маятниковому механизму обеспечивается плавное и бесшумное покачивание, позволяющее максимально расслабиться и отдохнуть. Кресло может плавно вращаться на 360 градусов в любую сторону без ограничений. Основных позиций 3. Сидя. В таком положении кресло или диван-реклайнер выставляется под углом 100 градусов. Подобный наклон спинки позволяет с комфортом читать или беседовать, работать с ноутбуком. Включается глайдер. Классическое кресло-качалка с возможностью вращения на 360 градусов. Следующее положение – это наполовину лежа. Домашний кинотеатр или гостиная – подходящая локация для использования указанного режима. Спинка устанавливается под углом 110 градусов, что делает положение идеальным для просмотра фильмов и телепередач. Режим качания отключается. И третье – это лежа. В этом случае происходит выдвижение подножки, а также горизонтальное раскладывание спинки и подголовника. Поза располагает к абсолютному расслаблению и погружению в глубокий сон. Не поленимся, заглянем хотя бы поверхностно, что там у этого чуда внутри. А начинка-то вся китайская. Механизм сложный и, судя по следам смазки, очень любит, когда за ним ухаживают. Хотелось бы, чтобы в паспорте на изделие была карта смазки механизма и указана периодичность этой операции. Но об этом остается только мечтать. Сами выкручивайтесь. Гарантия 1,5 года. А что потом? Там будет видно. На нашем рынке представлены кресла как местных, так и зарубежных производителей. Под заказ вам изготовят кресло с любым доступным материалом обшивки. Если вам хотя бы раз довелось посидеть в кресле-реклайнере, то оно приворожит вас навсегда. Беда в том, что у нас мало кто знает, что на свете есть такое чудо, что оно доступно и у нас. Разве что цена может отпугнуть, но хорошие вещи дешевыми не бывают. Альбер Камю. Чума. Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее. Даниэль Дефо. Часть 1. Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 1940 таком-то году.